Если вы еще не понимаете, как правильно стричь ногти на ногах, тогда это видео для вас. Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория, и сегодня мы поговорим о очень важной теме, а именно, как правильно подстригать ногти на ногах. Ну а если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, ведь впереди будет очень много полезной информации. Честно говоря, последние годы я тоже сомневалась, как же правильно стричь ногти. Ведь 5 лет назад, когда я проходила последние курсы по педикюру, нас учили, что ногти можно срезать только ровно. Поэтому я сама себе вбила в голову, что ногти должна срезать только ровно, должен быть только квадрат и никак по-другому, иначе ногти могут врастать. Но чем больше я практиковала, тем больше у меня возникало сомнений, делаю ли я все правильно. Ведь ко мне приходили клиенты, у которых ногти были уже подрезаны полукругом, они просили, чтобы я сделала точно так же. И я под их ответственность делала. И что вы думаете, когда они в следующий раз опять приходили ко мне на процедуру, никаких проблем у них абсолютно не было. Но во мне внутри велась борьба, ведь меня учили по-другому, и вокруг все тоже твердят то же самое, что ногти можно обрезать только ровно и никак по-другому. Естественно, в своих видео раньше я тоже так утверждала, и только потому, что просто боялась опровергнуть эту информацию. Но сегодня я это сделаю, и все, кто со мной не согласен, можете сразу писать гневные комментарии, ведь вы имеете на это право. Месяц назад я опять проходила курс по педикюру, и в этот раз была не просто эстетика, а уже курс по аппаратному педикюру с основами подологии. И когда преподаватель в первые часы занятия сказал, что ногти нужно срезать по линии гипонихия, вы не представляете, какая я была счастливая, ведь я тоже так считаю. И только из-за своего страха сделать клиенту что-то неправильно, навредить ему, я делала, как меня учили 5 лет назад. И это не значит, что те курсы были плохими, просто тогда меня учили именно так. В этом видео я хочу подробнее рассказать вам, как все-таки нужно срезать ногти. Я ни в коем случае никому не навязываю свое мнение, я просто делюсь своим опытом и надеюсь, что для вас это будет ценным. В этом видео я подобрала несколько вариантов разных ногтей, чтобы наглядно показать, как срезать ногти в том или ином случае. В первом случае ногти в прошлый раз были срезаны полукругом по линии гипонихия. Сейчас подробнее объясню, почему я так сделала. На этих пальцах длинное ногтевое ложе и разросшийся гипонихий. Давайте допустим, что я срежу ногти ровно. Что же с этого получится? Остаются углы, которые выступают за палец. И с одной стороны, вроде бы длину я полностью убрала, но торчащие углы будут мешать клиенту. Есть очень хороший и простой способ, как проверить, будут ли мешать ногти в закрытой обуви. Своим большим пальцем нажать на палец клиента, и если ноготь вам упрется в палец, значит точно так же будет и в обуви. А как вы знаете, давление на ноготь может привести к анихилезису. Поэтому срезаю углы, чтобы клиенту было комфортно, ведь за 3-4 недели, пока клиент опять придет на процедуру, ногти еще больше отрастут и давление увеличится. Очень важно помнить, что при срезании ногтей таким способом ни в коем случае нельзя входить в зоны вроста, потому что там можно оставить осколки, которые потом будут врастать.
Вот так выглядит палец сбоку, разросшийся гипонихией. Как видите, ноготь выходит за валик. А представьте, если бы мы оставили еще углы. Поэтому здесь их нужно обязательно срезать. Во втором случае мы видим ногти, которые чаще всего встречаются в нашей практике, а именно с ровной линией гипонихия. Именно в этих случаях нужно срезать ногти ровно и слегка скруглять углы. Скруглять углы можно как щипцами, так и пилкой, а главное помнить, что нельзя залазить в зоны вроста. Следующий вариант — это мужские ноги, и давайте я в этом случае тоже срежу ногти ровно, чтобы получился квадрат. Конечно, я не понимаю, как и зачем вообще это нужно, но почему-то в комментариях, когда я срезала ногти полукругом мужчинам, мне почему-то все начинали писать, что нужно было сделать квадратные ногти. Так, смотрите, что в итоге получилось. У нас опять появились вот эти углы, и несмотря на то, что здесь нет разросшегося гипонихия, ногтевая ложа короткая, но углы, которые остались, будут впираться в большой палец, как я уже вам показывала, как можно смотреть, будут ли мешать ногти в обуви, так здесь они будут очень мешать, а если мужчина еще и занимается спортом, то будет очень сильное давление в обуви. Это будет неприятно и может привести тоже к онихилизису. Поэтому обязательно срезаем такие ногти. Пилкой аккуратно скругляем ногти, убираем все острые углы. И напоследок я оставила ноготь, прям любимчик, который обсудили абсолютно все. Я даже получала разные скрины, как нужно было правильно его срезать. В общем, сейчас покажу и расскажу, почему я сделала именно так, а не по-другому. Допустим, я срежу ноготь так, как показал мне автор скрина. Визуально у нас действительно получится ровный край, и эстетически нас бы должно бы это удовлетворить. Но есть несколько «но». Во-первых, здесь не только ноготь искривленный растет в бок, но еще и палец растет в ту же сторону, поэтому срезать именно так ноготь будет ошибочно. Во-вторых, как вы видите, здесь остался уже очень большой угол, и если он не будет упираться даже в обувь, то обязательно будет упираться в большой палец, и это уже лишнее давление. Конечно, в нас внутри всегда борются эстеты, которые хотят, чтобы визуально было все красиво, но не нужно забывать о здоровье и о последствиях. Ну а всем, кто досмотрел это видео до конца, большое спасибо. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео, подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы первыми знать о моих новых видео. Ведь впереди будет очень много интересного и познавательного. Если у вас вдруг остались какие-нибудь вопросы по этой тематике, пишите в комментариях, я с радостью отвечу. Также жду от вас комментариев с новыми идеями для новых видео. Если у вас есть какие-то интересные запросы, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Всем большое спасибо, с вами была Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока!